Была многофункциональная, у меня там была одна лекция, нужно было посмотреть Калькутту, потому что когда-то о Калькутте я писал о Наксалитах, это такое там было движение Третьей коммунистической партии Индии. Вот. Ну, естественно, это, сказать, заезд за книжками. Вот. И это третья моя поездка в Индию. Я не изменил своей точки зрения по поводу этой страны. Вот. У многих есть восторги по поводу Индии. У меня восторгов нет. Я как-то вот будущего для этой страны особо не вижу. Когда я был в Индии в 2007 году, разговаривал с одним индийским социологом, он мне сказал, говорит, вы знаете, я вам сейчас скажу вещь, которую обычно индийские социологи не говорят, и публично они это не озвучивают, но Индия – это общество, где очень жесткая стратификация совпадает с доступом к еде. И пояснил. Ну, я много чего об Индии знал, но вот, сказать, такую стратификацию я слышал впервые. И стратификация, это он мне объяснил следующим образом. 40% индийцев, как он сказал, а социолог очень серьезный, это люди, которые едят раз в 3 дня очень плохую пищу. И этих людей как бы вообще не существует, как социально значимых. Еще 40% это люди, которые едят раз в день тоже плохую пищу. И этих людей тоже как бы не существует. То есть вот эти 80% населения, да ради бога, 80% населения, они уходят. И дальше есть 20% населения, которые делятся очень интересным образом. Вот, вы знаете, эта стратификация, она несколько отличается, правда, от традиционной, там, средний класс, верхушка. Вот, значит, следующие 10% это индийцы, которые едят 3 раза в день нормальную еду. И вот с этих 10% начинается реальная жизнь. Вот, эти дети из этих семей заканчивают школы. Но самое главное, это вот верхние 10%. Вот эти 10%, их дети поступают в университеты. И когда мы с сыном читали лекции в университетах индийских, а этот социолог, он нас сопровождал. И я спросил его, а вот что, вот это и есть дети тех верхних 10%? Он говорит, да. Но, говорит, из этих 10% верхние 5% это супер богатые люди. Просто фантастически богатые. Я сейчас не помню, какое количество миллиардовых, то есть долларовых миллиардеров в Индии, но долларовых миллионеров там 182 тысячи. Вот, то есть это общество с колоссальным разрывом социальным. Причем, поскольку общество бедное, то там этот разрыв действительно фиксируется. И можно было бы, конечно, догадаться, что он фиксируется, помимо прочего, в доступе к еде. И есть еще одна вещь, характерная для Индии, это очень жесткое, но почти нечеловеческое отношение верхов к низам. То есть верхних каст к низшим. И различие между верхними кастами и нижними, оно носит почти биологический характер. Если вы посмотрите индийские кинофильмы или индийские журналы, вы там увидите фотографии, на которых изображены довольно высокие люди, светлые, но на улицах вы таких людей встретите очень и очень мало. То есть даже, скажем, кинобизнес в Индии – это, так сказать, удел представителей высших каст, которые ведут себя как европейцы, вот, и ассоциируют себя с европейцами. В Дели мы жили с сыном в очень таком пафосном отеле, который называется «Империал». Но дело даже не в том, что он пафосный. Стены увешаны картинами, там 200 или 300 картин. Практически все картины посвящены одной теме. Триумф британцев над индийцами. Скажем, одна картина, там, причем все очень известные исторические факты, по крайней мере, индологам там мне показывают, вот эта картина очень известная, это британцы забирают детей типу султана, это конец 18 века, в качестве заложников. А вот сикхи выдают после одной из англо-сикхских войн свои пушки британцам. То есть это
вот этот отель в центре города, он весь пронизан вот этим духом побед британцев над индийцами. Когда я спросил у одного своего знакомого индийского историка, я говорю, как же так, победа над индийцами, он говорит, а что значит индийцами? Говорит, индийцы, общая индийская идентичность — это то, что британцы создавали в колониальный период. До британцев общей индийской идентичности никакой не было. И когда британцы пришли, так сказать, часть населения Индии, скажем, там, они воевали с сикхами, но, так сказать, их в свою очередь там поддерживали, ну, условно, маратхи. Они воевали с Могольской империей, а бенгальские купцы их поддерживали действительно. Если вспомнить знаменитую битву при Палаше или при Плеси 1757 года, войско бенгальского наваба было подкуплено индийскими купцами, которые считали, что англичане принесут стабильность, а следовательно нормальные условия для бизнеса. В Индии сейчас складывается просто очень интересная ситуация. Слетел Индийский национальный конгресс. Индийский национальный конгресс – это целая эпоха. Это Джавахарлал Неру, это Махатма Ганди. И нужно сказать, забегая вперед, что вот у меня создается такое впечатление, что уход Индийского национального конгресса, вряд ли они уже когда-либо восстановят свои позиции в полной мере, он означает очень важную вещь. Индийский национальный конгресс пришел к власти после ухода британцев как полная замена, просто были белые сахибы, а теперь стали цветные сахибы. Это был абсолютно такой, так сказать, европейского типа партия. Но вот прошло 70 лет, с Востока начинает уходить то влияние, которое там было в течение колониальной эпохи. Вот оно уходит. И вспыхивают очень и очень такие не совсем приятные вещи для европейца. Вспыхивают старые конфликты, но если отвлечься от индийских реалий. Ну, например, вы знаете, есть такая страна, Замбия, которой командует человек, которого зовут Роберт Мугабе. Вот. Нет такой национальности замбиец. В Замбии две этнические группы. Ндебеле, или их еще называют Матабели, те, кто читал романы Майнрида «Ползуны по скалам» в дебрях Южной Африки, они, так сказать, и похитители бриллиантов, естественно, Буссенара, они должны это помнить. Так вот, Матабели и Ндебели — это часть Зулу. Это очень воинственный народ. Про Зулу один английский историк написал, что у Зулу не было соседей, потому что они всех вырезали. И когда-то была великая держава Зулу во главе с Чакой или Шакой Зулу. И Ндебели, так сказать, давили всех. В том числе они давили этническую группу Машона. Вот Роберт Мугабе, он из Машона. И когда была завоевана независимость Замбии, там северные корейцы, так сказать, год тренировали 5-ю дивизию спецназа замбийского, это были Машона. И после года тренировок они взяли и вырезали 25 тысяч Ндебели. Это больше, чем южноафриканская полиция за все время существования убила южных африканцев. Вот это и есть возвращение афроазиатского мира на круги своя. Колониальная эпоха уходит, и вот то, что было репликой или, сказать, таким вот, негативным снимком колонизаторов, я сейчас не даю оценку, это там плюс или минус, это уходит. И вот уход Индийского национального конгресса и приход BJP во главе с Моди, это вообще второе явление BJP. Первый раз они пришли к власти в 1998 году и до 2004 года были у власти, а теперь они пришли всерьез. Вот Моди — это очень интересный персонаж. Он был главным министром, то есть губернатором штата Гуджарат. Гуджаратский бизнес сейчас лихо завоевывает Индию. И вот Моди — это вот на волне этого крутого подъема Гуджарата. Ну, это персонаж очень интересный. В детстве он очень любил играть в самодеятельном таком театре, и любил играть он в основном царей и королей. Вот. Значит, причем человек это современный, у него 12 тысяч подписчиков, 12 миллионов подписчиков в Твиттере. То есть это вот очень интересная такая футуро-архаическая модель. То есть вроде бы это возвращение к архаике, но уже на суперсовременной основе. В свое время мы, коллега Эммануил Валерстайн, с которым мы работали,
он решил подразнить индийцев, но он, пожалуй, переборщил, потому что они на него всерьез обиделись. Это было лет 25 назад. Он приехал в Индию и выступил там с докладом на большой их конференции. Доклад назывался «Does India exist?» Существует ли Индия? Где он объяснил, но Валерстайн был прав в чем? Лояльность на уровне штатов в Индии значительно выше, чем лояльность на уровне государства. И Индия расколота не только вот по социальному признаку очень сильно, причем, хотя тоже нужно сказать, что хотя она расколота, нижние касты принимают социальную несправедливость как норму, карма такая. То есть для них вот социальная справедливость это нечто очень специфическое. А вот несправедливость, ну, несправедлив, так устроен мир. Так сказать, есть такая присказка индийская, дуния-хэ, таков мир. Вот. Она часто очень звучит в индийских фильмах, особенно из уст таких подлецов, потому что в индийских фильмах, если подлец, то подлец, если там хороший, то хороший, розовый. И вот подлецы очень часто говорят дуния-хэ. Но на самом деле это вот такая индийская поговорка, которая их как бы примеряет с реальностью, они из нее выпрыгнуть не могут из-за кастовой системы. И мне странно слышать, когда индийцы говорят, мы самая крупная демократия в мире, ладно, это бог с ним. А вот когда наши исследователи гордо говорят, индологи, что Индия это крупнейшая демократия, она это крупнейшая ведь потому, что кастовая система делает всю грязную работу, и поэтому на этой кастовой системе зиждется, так сказать, демократический фасад. Это примерно так же, как демократия в Афинах, потому что рабовладельческая система делает всю грязную работу, а есть, конечно, чего ж не завести демократический фасад, если вся грязная работа уже сделано. Так вот, есть еще очень серьезные региональные проблемы. Относительно благополучная часть Индии, это южная часть Индии. Это здесь относительно немолодое население, ну не молодое, по индийским, естественно, порядкам, по индийским нормам. Образованное население относительно, средний класс довольно сильный и не так много детей в семьях. Западная Индия чем-то напоминает наиболее развитые страны Юго-Восточной Азии. Самая тяжелая ситуация это Северная Индия. Это, так сказать, та часть, которая была, собственно, вот такое ядро Могольской империи. Значит, но и там тоже идут процессы очень интересные. К 2020 году предполагается, что Индия достигнет уровня 2,1 ребенка на семью. То есть это нормальное, так сказать, воспроизводство. По прогнозам, к 2065 году индийское население стабилизируется на уровне 1 миллиарда 640 миллионов. То есть Индия, так сказать, к 2065 году должна обогнать Китай. Причем здесь еще одна очень интересная есть вещь. Ладно, об этом я позже скажу. Что еще характеризует Северную Индию? Большой процент молодого, бедного, плохо образованного населения. И, ну, скажем, есть такие штаты, там Уттар-Прадеш и Бихар, вместе население 300 миллионов человек, Соединенные Штаты Америки. Вот. И проблемы вот этого региона северного, они напоминают проблемы африканские. Это нет элементарной гигиены, есть нехватка электричества, религиозные проблемы. Потом, вот это как это не парадоксально, но на севере Индии есть, так сказать, такие очаги, там такие маоистские повстанцы, они уже не так сильны, как в 60-е годы, и они сильны, там, скажем, в Непале, но в Индии тоже они есть. За последние 40 лет в Индии каждый год из деревни в город уходило 11 миллионов человек. То есть 11 множим на 40, мы получаем, что за 40 лет городское население Индии увеличилось почти на 500 миллиона. И главная проблема Индии заключается в том, что они должны каждый год создавать 10 миллионов рабочих мест, чтобы занять молодое и все более образованное население. Вот эта комбинация молодого и более образованного населения, она создает массу проблем. Потому что, как показала арабская весна, именно образованная молодежь более всего не удовлетворена своим положением. Кроме того,
именно образованная молодежь, и, так сказать, поддерживает фундаменталистов. Не традиционалистов, а именно фундаменталистов. Разница между традиционалистами и фундаменталистами у нас часто очень смешивают. На самом деле это очень разные вещи. Традиционалисты это вот все как есть, так и хорошо. Фундаменталисты это те, кто бросает вызов традиции с опорой на более ранние вещи. Классическим традиционалистом, кстати, в европейской традиции был Мартин Лютер, который бросил вызов существующей традиции и иерархии, опираясь на Писание. То есть на самом деле фундаментализм штука очень революционная, в отличие от консервативного традиционализма. Вообще нужно сказать, что вот эта, повторяю, комбинация образованности и, и с другой стороны бедности и очень высокого уровня молодого населения, штука очень опасная. Есть такая теория Джека Голдстоуна, которая подчеркивается, подтверждается эмпирически, согласно которой, если в обществе численность молодежи достигает 25%, то, как правило, начинаются революционные процессы. Голдстоун опробовал свою модель на двух кейс-стадис, на двух примерах. Это немецкая реформация начала 16 века, крестьянская война в Германии, и французская революция. Кстати, если мы посмотрим, перекинем на 20 век и вспомним, кто был главной ударной силой коллективизации в нашей деревне, кто был главной ударной силой во время китайской революции, у Пол Пота, это именно люди в возрасте от 16 до 25 лет, и среди них очень большой процент женщин. То есть индийский север – это потенциально взрывоопасная зона. И это серьезная проблема для Индии. Кроме того, индийцы в целом становятся все более требовательными. По оценке, индийская экономика стоит $2 триллиона. А вот годовой доход на душу населения, там сами индийцы считают $1364, а МВФ дает 1627. Колоссальное неравенство, которое транслируется в том числе и в доступ к еде. Проблема единства страны, опять же, тоже существует. Это 31 штат. И очень интересно, какие партии контролируют штаты. BJP контролирует, который находится сейчас у власти, 8 штатов, но там треть населения Индии, плюс союзники еще BJP, получается 40%. Индийский национальный конгресс контролирует 9 штатов, но там проживает 12% населения. Главная проблема Индийского национального конгресса, который фактически, как противники его говорят, Индийский национальный конгресс приватизирован семьей Ганди. Ну, имеется в виду семья только не Махатма Ганди, а вот семья Индиры Ганди, она к Махатме не имеет никакого отношения. Значит, сейчас уже третье поколение семьи Ганди, и опять же злые языки говорят, что такое независимость. Это независимость семьи Ганди от Великобритании. Значит, ну вы знаете, что, сказать, Индира Ганди, которую, сказать, убили, было два сына, Санджай, который грохнулся в авиакатастрофе, и Раджив, которого убили. Сейчас, значит, третье поколение, это дети Раджива и его итальянской жены Сони Ганди, это Рахул Ганди и его сестра Приянка. Рахула Ганди в Индии называют очень просто дад. Дад это, ну, по-английски на сленговое слово никчемный. Вот. А вот сестра его, Приянка, она даже внешне похожа на Индиру, но у нее есть очень уязвимое место. Это муж, которого регулярно обвиняют в коррупции, и это бросает, так сказать, тень на нее тоже. Еще одна вещь. Но вот насколько ситуация все-таки неоднозначная. Скажем, ИНК не находится у власти, но контролируют, так сказать, в Дели, они выиграли выборы. Очень интересно, что происходит в индийской экономике. Вот BJP и Моди, они за бизнес, против вмешательства правительства, но при этом всячески ограничивают рынок. Это понятно почему. В Индии совершенно страшная, зверская бюрократия. Причем, скажем, вот если в Китае бюрократия, как говорят западные аналитики, в Китае ты дал взятку, ну и тебе через какое-то время что-то сделают. А вот в Индии ты дал взятку, и тебе ничего не сделают. То есть там бюрократия наглая и неэффективная совершенно. Но по темпам роста индийцы сейчас обогнали Китай. У них сейчас 7,5, темп роста 7,5. Вот, китайцев они обогнали.
Но, тем не менее, проблема, они не успевают создавать рабочие места. И это, опять же, создает серьезные социальные проблемы. Значит, многие банки принадлежат государству, и поскольку они государственные, они плохо работают. И вот обычно говорят, там вот Индия устремлена в будущее. Сами индийские бюрократы говорят, India is shining. То есть Индия сверкает. Вот, как вы думаете, вот в Индии, я понимаю, что, так сказать, ну, вот чисто импрессионистски, как вы думаете, какая часть индийской экономики это промышленное производство? Остальное это все руками. 16%. 16% это то, что они называют manufacturing, это промышленное производство. То, кстати, в Китае, сказать, повыше, но тоже. Поэтому, когда говорят, что вот Китай, Индия, там еще и Бразилия, это рывок в будущее, но это рывок в будущее пока что за счет сверхэксплуатации населения, а это не за счет сказать, техники. Кроме того, это рывок в будущее для того, чтобы американцы имели страну-кредитора. Вот, значит, главная задача сейчас Индии внешнеэкономическая – это интегрировать все южноазиатские экономики в индийскую, за исключением одной. И нужно изолировать Пакистан. Поскольку Пакистан союзник Китая, он все больше эволюционирует в сторону Китая, и сейчас, кроме того, сказать, он проявил интерес к России, а Индия, наоборот, движется с середины 90-х годов, Индия движется в сторону Запада, в сторону Соединенных Штатов. В течение 90-х годов там произошла переориентация населения, ну, то есть, естественно, не само население, оно обрабатывается с помощью СМИ. Сейчас по опросам 55% индийского населения говорят, что Америка это очень хорошо, это друзья. В 90-е годы антиамериканских, я уже не говорю про российских руководителей индийских СМИ потихонечку выдавили. Там сейчас, сказать, индийские СМИ это в основном, сказать, проамериканские. Вот. Ну и поэтому очень такая странная вещь. Мы всегда дружили с Индией и не дружили с Пакистаном, а сейчас какой-то вот идет другой процесс. И, повторяю, экономические задачи Индии интегрировать в себя южноазиатские экономики и, сказать, Пакистан выдавить. Пакистан сам по себе фантастически интересное государство. Это единственное государство, стержнем которого является разведка. О нас обычно говорят армия. У Пакистана есть такая межведомственная разведка. Вот она стержень этого государства. Вот. Китай себя ведет по форме очень так спокойно в отношении Индии, но по сути, очень жестко, давая каждый раз понять, ну вот Моди, например, говорит, что он крупный защитник, такой большой защитник безопасности Индии во всем вот этом, так сказать, регионе. Ну вот китайская подводная лодка пару раз всплывала около Коломбо, столицы Шри-Ланки, ну, создавая, так сказать, нервную ситуацию. Кроме того, китайский отряд занял часть спорной территории в Гималаях, и они разбили там лагерь и никуда не ушли. Но выбить их оттуда совершенно не могут, сказать, индийцы не могут, потому что китайская армия сильнее. Одна из самых интересных вещей, связанных с Индией, это индийская диаспора. Вот про это у нас пишут. Вообще мир диаспор в современном очень интересен. У нас обычно пишут про еврейскую диаспору, чуть меньше про армянскую. Но дело в том, что есть как минимум еще две потрясающие диаспоры интересные. Это ливанская и индийская. Значит, за границей живет 27 миллионов индийцев. Часть это гастарбайтеры в странах Персидского залива. Это, естественно, неквалифицированная рабочая сила. Да, и они ежегодно отсылают в Индию 70 миллионов долларов. Это очень такая, сказать, неплохая сумма, это 3% ВВП. В США индийцы, вот это очень серьезно. В США индийцев живет примерно 3,3 миллиона человек, это 1% населения США. Причем половина этих людей это люди с двумя дипломами, то есть бакалавриат и магистратура. Работают они в хай-теке, работают в банках и в правительстве, в Госдепе очень много индийцев. Каждый год в Штаты из Индии приезжает 150 тысяч человек, и 90% из них остаются там жить. Индийцы, повторяю, да, половина этих индийцев вообще прибыла после 2001 года.
Индийцы очень успешны, они более успешны относительно, вот сказать, по оценке американских социологов, более успешны, чем евреи. Сами индийцы говорят, что они, так сказать, такая формула есть, will outstrip Jewish lobby. Мы, так сказать, переиграем еврейско-израильское лобби. Они в Вашингтоне действительно создали уже мощное лобби. Ну, посмотрим, кто кого переиграет. Но то, что индийцы выдвинули сейчас как лобби на одно из первых мест, это очень такая серьезная штука. Средний доход средней индийской семьи в Америке это $100 тысяч. Это очень неплохо, потому что по вот, сказать, практике, когда в Америке семья разводится, если доход семейный меньше $80 тысяч, это смертоубийство, потому что люди делят долги. Выше $80 тысяч это спокойно, потому что люди делят доходы. То есть $100 тысяч это очень неплохо. Хочу сказать, для сравнения, человек, который закончил университет и идет преподавать в университете, ну, вообще, в англосаксонских странах люди, которые идут преподавать в университет, это лузеры считаются, вот, сказать, неудачники. Но, тем не менее, вот чтобы было понятно, $34 тысячи в год. Если человек преуспеет, и там лет в 50 он получит full профессор, он будет получать от 50 до 60 тысяч долларов. Вот всемирно известный Эммануэл Валерстайн, он получает $98 тысяч. Ну, правда, там, сказать, 45 где-то уходит на налоги, но, тем не менее, это уже, сказать, нормальная жизнь. Люди, которые живут не в университетском секторе, они получают совсем другие деньги. Я, по-моему, даже в одной из лекций своих вам рассказывал. Был такой знаменитый спор в 70-е годы по моделям крестьянского поведения в американской науке. Джим Скотт, концепция моральной экономики, и Сэмюэл Попкин, это концепция рационального крестьянина. А потом Джим Скотт остался в науке, а Сэмюэл Попкин куда-то исчез. И когда я приехал в Йейл читать лекции, я спросил Джима, а где вот оппонент ваш? Он говорит, прекрасно устроился, он, говорит, бросил науку и приехал в Калифорнию. Там он организует политические кампании демократической партии. И говорит, как ты думаешь, сколько он получает? Я говорю, ну не знаю. Он говорит, получает $940 тысяч. То есть под миллион. Вот, сказать, такая разница. Тем не менее, $100 тысяч в год для семьи, живущей в Америке, это очень и очень неплохо. Причем индийцы настолько оказываются, так сказать, успешны, что выходцы из Пакистана и Бангладеш, которые приезжают в Штаты, они говорят, мы индийцы. То есть, что они, так сказать, пытаются показать, что они индийцы, чтобы, ну вот, с этого что-то поиметь и, сказать, что-то выиграть. Вот это индийская диаспора, которая, она, кстати, есть и в Великобритании, она там не так заметна. Но если посмотреть и на китайцев, и на индийцев, то мы видим, что возникает очень интересная штука, возникает такой анклавный мир. Этносы, у которых большая численность, они как бы выносят себя за, сказать, пределы своей вот, зоны проживания. Но вот ливанцы это небольшой этнос, но они присутствуют в Западной Африке и в Южной Америке. Причем в ключевых местах. В Западной Африке они присутствуют в Либерии и Сьерра-Леоне, это алмазы. А в Южной Америке они присутствуют там, где идет торговля кокаином и оружием. То есть в мире возникают анклавные зоны, где живут, сказать, этносы, связанные со своей основной родиной. Хотя, конечно, связь индийцев с Индией значительно меньше, чем связь китайцев с Китаем. Это, потому что Китай это относительно, нельзя сказать, что Китай моноэтническое общество, ханьцы, но тем не менее ханьцы там 80% населения. А вот Индия это, так сказать, полиэтническое и полирелигиозное общество, и здесь, конечно, такой связи жесткой нет. Ну и еще одна вещь. Я думаю, что никто из вас, и я тоже не слышал об каких-то индийских бунтах в Америке или в Великобритании. Мусульманские бунты сколько угодно. Индийцы, повторяю, очень успешные. Они интегрировались в систему. Более того, индийский бизнес за последние 20 лет вложил в Европу, в европейскую экономику значительно больше, чем европейские буржуины вложили в Индию. То есть индийцы очень активно вкладываются в западную экономику, и они ее часть. Индийская элита, она включена в западную так или иначе. Она ассоциирует себя, более того, не просто западной, а англосаксонской. Ну и, тем не менее, при всех этих успехах, вот когда я находился в Индии, у меня, тем не менее, меня не оставляло ощущение,
что в целом вот будущего у основной массы населения этой страны нет. И экономические успехи рано или поздно закончатся, как только станет вопрос индустриальной реконструкции этого общества. Пока что они выезжают за счет эксплуатации абсолютно, так сказать, такого ручного труда. И поэтому, когда я читаю статьи о том, что в мире уже оформилась постиндустриальная экономика, в мире, где Китай и Индия дают такую часть валового продукта мирового, что если бы их вычесть, то мировой валовый продукт оказался бы на уровне начала 70-х годов прошлого века, то вот здесь, конечно, так сказать, насчет постиндустриального мира это как-то очень звучит очень странно. Вот. Ну и, конечно, вещь, так сказать, вот то, что очень-очень сильно бьет в глаза неравенство. Их верхушка, белые сахибы, ведь англичане им подарили, верхушки нынешней индийской, они им подарили они им Индию подарили, потому что Индия никогда не была единой. Даже когда был могольский султанат и могольская империя, там были части, которые, так сказать, не входили в эту систему. Британцы это худо или бедно объединили, и это, безусловно, для индийской элиты вестернизованной, это очень важно. Вот. Но что-то мне подсказывает, что вот Индия, по крайней мере, там, через какое-то количество лет, в том виде, в котором она сейчас существует, все-таки пробьются, вот уйдет эпоха модерна, когда вот это все то, что было до модерна, оно вылезет. Кстати, даже вот этот рывок экономический Индии и Китая, это же тоже возвращение к ситуации конца 18 начала 19 века. В 1820 году валовый продукт Китая в 2 раза превосходил валовый продукт Западной Европы. В середине 18 века зона Аль-Хинд, но это, правда, не только Индия, а это все побережье, северная часть Индийского океана от Зонских островов до Восточной Африки, это была тоже единая зона, которая была экономически мощнее Западной Европы. То есть вот это западноевропейское доминирование 200 лет, это очень коротенький период, который уходит, и сейчас вылезают масса неприятных вещей, вот связанные, например, с вот то, что я сказал, операция «Летний дождь», когда Мошона изничтожили Матабеле в Замбии. И в Африке таких вещей происходит масса, просто сейчас об Африке мало пишут, но там рвется вот это вот тоненький слой западной цивилизации, которую они принесли с колониализмом, и вылезает, но только вылезает в более страшном виде, потому что есть оружие другое совсем, есть экономические интересы, которые позволяют эксплуатировать местное население с помощью мирового рынка, так как раньше никогда это было невозможно, потому что потребности элиты удовлетворялись, но они удовлетворялись местной системой работы, а теперь у них, так сказать, потребности элиты такие же, как у западной, значит, нужно грабить местное население. Вот одна из последних книг, которую по Африке я купил в Лондоне, называется «Looting Machine», машина ограбления. Там очень хорошо показано, как корпорации и местная африканская элита, как она грабит местное население, в случае чего она его уничтожает. Есть даже ведь такой термин появился, его ввел политолог американский Шацберг, государство-бандит для Африки. Государство-бандит, он на примере государства Заир это показал, как государство уходит во внелегальную сферу, то есть легальный институт уходит во нелегальную сферу и ведет себя как бандит. На самом деле, это внешнее проявление того, что вот то, что слепили колонизаторы, оно начинает жить своей жизнью, и оно возвращается к тому, что было до колониализма. Но только возвращается, имея все технические возможности и будучи интегрировано в мировую систему. Понимаете, знаете, в чем похоже английское общество на индийское, кастовое? Английское общество демонстрирует, с 12 века, здесь я совпадаю с Макфарлейном, оно демонстрирует не только индивидуализм, но степень жестокости отношения верхов к низам в Англии. Но она совершенно зашкаливает. Такого не было ни во Франции, ни в Германии. И в этом отношении высококастовые индийцы, им значительно легче приспосабливаться вот к этой ситуации разрыва. У них нет проблемы, если у тебя нет такой ценности, как социальная справедливость, то тебе легко приспосабливаться к несправедливости. Поскольку центральная ценность, русской системы, российской цивилизации, это социальная справедливость,
Поэтому, скажем, здесь никто никогда не согласится с тем, что те, кто наворовали в 90-е годы и стали как бы бизнесменами, вот никто этого никогда не забудет. И в глазах людей это никогда не будет легальным, потому что это социально несправедливо. Вот у меня такое объяснение, другого у меня нет. Если подумать, может, я что-то еще, но мне кажется, я движусь в этом отношении в правильном направлении.